Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Обычно на этом канале я рассказываю о русском языке, грамматике, интересных словах и так далее. Иногда я показываю видео о своих путешествиях по России, но это видео будет немного другое. В этом видео я хочу рассказать о своей экскурсии в Российскую государственную библиотеку. Раньше она называлась библиотека имени Ленина, и сейчас все еще осталось такое старое название, мы называем библиотека Ленина или просто Ленинка. Например, свою кандидатскую диссертацию я писала, большую часть кандидатской диссертации я писала именно в Ленинке, сидя в зале номер 2. Это мой любимый зал. Мне нравится Ленинка, потому что там тихо, спокойно, много книг, и там чувствуешь себя очень комфортно и уединенно. А сегодня я вам покажу, как выглядит Ленинка изнутри. Потому что в библиотеку не все могут попасть, для этого нужен специальный читательский билет. Его сделать не так трудно, вы можете сделать его за один день, и делают не только гражданам России, но и всем иностранцам. Но сегодня я вам покажу Ленинку изнутри. Это не Ленинка для читателей, а это Ленинка для тех, кто там работает. Мы попали на экскурсию по библиотеке и даже были в книгохранилище. Это где хранятся все книги Ленинской библиотеки. По факту не все, потому что у Ленинской библиотеки сейчас несколько зданий. Это здание главное, которое находится на станции метро «Библиотека» имени Ленина. Именно то здание, перед которым находится памятник Федору Михайловичу Достоевскому, где он сидит с задумчивым взглядом. Еще одно здание – это дом Пашкова. Он находится не очень далеко от основного здания библиотеки. Это такое старинное здание с зеленой крышей. Там, насколько я помню, находятся ноты, находятся музыкальные произведения и так далее. В это здание я тоже хочу как-нибудь попасть, но чуть позже. Есть еще здание диссертаций. Это здание находится даже не в Москве, а в подмосковном городе Химки. В Химки вам нужно будет поехать, если вы хотите ознакомиться с какой-то диссертацией. Но когда я писала диссертацию, у меня не было такой необходимости, потому что по моей теме все диссертации были в электронном виде. И да, в Ленинской библиотеке много книг уже есть в электронном варианте. Еще одно здание – это как раз книгохранилище. Это высокое здание с такими длинными окнами. И окна, как нам сказали, проектировали специально под библиотеку, чтобы книги, находящиеся в книгохранилище, не портились со временем. Там свет попадает под определенным углом, преломляется, и фактически он не попадает внутрь здания. Я не понимаю, как это происходит, но это так там есть. Но сначала давайте расскажу немного про историю Ленинской библиотеки. Она уходит аж в XIX век и связана с именем графа Румянцева, Николая Петровича Румянцева. Этот граф собрал у себя очень большую коллекцию разных книг. Он был прям книгоман. Но, к сожалению, у него не было наследников, к сожалению или к счастью. В общем, у него не было наследников, и всю свою библиотеку он завещал России, как он сказал, на благое просвещение. И это его коллекция книг, его личная библиотека и стала началом для всей Российской государственной библиотеки. Кстати, Ленинская библиотека – это же не только книги. В Ленинской библиотеке есть журналы, газеты, и также это такие произведения искусства, как картины. Да, в Ленинской библиотеке есть картины, и даже есть картины, которые остались
из коллекции графа Румянцева. Картины и скульптуры. Да, если вы зайдете в Ленинскую библиотеку, в основное здание Ленинской библиотеки, по красивой парадной лестнице подниметесь, то вы увидите там бюст графа Румянцева, как раз в память о том, что именно с его коллекции и началась вся Ленинка. И обратите внимание, это здание, основное здание библиотеки, строилось в советское время. Но по стилю они старались сделать похожим на дом Пашкова, чтобы они как-то вот гармонично сочетались друг с другом. И внутри она выглядит очень богато, хотя строилась в то время, когда недостаточно было средств в государстве. И где-то, конечно, сэкономили. Как нам сказали, наверху, на первом этаже, в основном здании, как раз когда только заходишь, должна была находиться мозаика, но ее не сделали, а сделали просто такие красивые плафоны. Нужно, конечно, упомянуть, что коллекция графа Румянцева, она находилась в Петербурге, и когда он передал ее Отечеству, государству России, то она также осталась в Петербурге. Потом она входила в часть Императорской публичной библиотеки, и только позже ее привезли в Москву, и не в 20 веке, а это было еще в 19 веке, в конце, да, во второй половине 19 века, то есть еще до того, как Москва снова стала столицей России. И в Москве первое здание библиотеки — это как раз дом Пашкова. И именно поэтому основное здание строили по стилю похожим на дом Пашкова, потому что все так исторически должно переплетаться. Кстати, нужно сказать, что это в Москве, кажется, это была первая публичная библиотека, это вообще было первое публичное место, куда можно было пойти, если на улице холодно, и не погулять в парках. Как нам сказали на экскурсии, до появления Императорской публичной библиотеки и публичной библиотеки в Москве в доме Пашкова, до этого времени у людей в России не так было много вариантов, где они могли прочитать книги. Нам сейчас кажется, что это что-то странное. Но раньше книги могли читать в монастырях. В монастырях мы сразу понимаем, какой вариант книг, да, то есть это именно только религиозные книги. Второе, могли почитать люди, которые поступали в университет, то есть в университетах тоже есть библиотеки, свои библиотеки, но в университеты не все могли поступать. И третий вариант, если вы могли купить книгу. В то время существовали, конечно же, книжные лавки, но книги были очень дорогие, потому что их было очень дорого печатать. Их долго делали или даже раньше их там писали. И вы могли прийти в книжную лавку, почитать. Да, то есть такой вот вариант не покупать, не покупки книг, а именно почитать книгу. Но даже чтение книг в книжной лавке нужно было оплатить. То есть это было не бесплатно. И не все могли себе это позволить. Когда появилась публичная библиотека, то все желающие уже могли прийти и прочитать книги. И плата уже была не нужна, потому что библиотека была бесплатной, и необходим был только читательский билет. Но проблема – не все умели читать. Ну что, а сейчас давайте погуляем по библиотеке и послушаем, что нам рассказывала экскурсовод. Наши вот эти технические средства для того, чтобы книги поступили в читательскую зону, мы их понесем на руке, на руках. Видите, какой очаровательный папоротник. Притом здесь получается так, что сверху как бы был наложен листок, а потом его убрали, и вот то, что осталось, просто было обведено, и даже осталась небольшая такая как бы шершавость на этом папоротнике. И давайте открою. Вот видите, здесь даже вон осталось. Видите, какая грязь от него. Это у нас 1785 год.
Здесь есть какие-то, это знаете, что это даже не журнал мод. Первый журнал мод выходили просто картинки, которые гравюрки, и они от руки были разукрашены. Кстати, выкройки первые появились только в второй половине 19 века, когда прошли буржуазные революции, и появилась возможность уже дома иметь швейную машинку, которая будет шить, а так модистки все знали. А раньше вышла Библия, и вышла она в Амстердаме в издательстве Эльзевиров. Притом это издательство существует до сих пор. Даниэла и Луиса Эльзевиров. Да, вы забьете издательство Эльзевиров, вам там будет сказано, что чего. И вот если мы посмотрим с вами, да, вот оно, первое издание. Основной текст идет вот по центру, а комментарии мелкие вот прям в округе все описано. Так вот эти братья, я их немножко называю как бы хулиганы. Ну, как в хорошем плане. Потому что да, комментарии... иногда очень хорошо можно похулиганить. Дело в том, что они у нас как книги идут. Вот это фолио, единица, да, вот она бумага. Мы с вами сложим их вдвое, получится наш А4. Если мы еще сложим, у нас будет восьмерки и тому подобное, третий, десятый. А они решили еще все это складывать, и в результате у них получились вот такие миниатюрки, да, они стали прародителями миниатюрных книг. Да, но для того, чтобы здесь печатать, надо было разработать шрифт. Они еще и шрифт разрабатывают, становятся практически монополистами вот таких изданий. А теперь давайте я поделюсь своими впечатлениями. Больше всего меня в библиотеке, конечно, покорило количество книг и покорило отношение людей, которые там работают, как аккуратно они к ним относятся, как берегут они их. Мне нравятся все вот эти вот стенды от пола до потолка, полные книг, и книги там правда. Там даже и книги там, конечно, их очень много, и они очень старые, но какой там стоит аромат, вот это я люблю. Второе, меня покорила система лифтов, да, именно лифты для книг. Как книги из книгохранилища добираются до читателей. Вот такие у нас кабинки, да, вот такие у нас ездят телелифт, вот такие корзиночки. В эту корзиночку мы можем положить до 10 килограмм. Большие книги мы будем носить на руках. Вот этот противовес не дает корзиночке никогда перевернуться. И очень интересно, что раньше это все делали руками, то есть там должны были работать люди, которые готовы каждый день поднимать тяжести. Сейчас есть вот такие вот такая вот интересная европейская, шведская, швейцарская, забыла какая система, лифтов, да, то есть специальные лифты, которые отправляют книги прямо к читателям. Это удивительно. И, конечно, было очень интересно посмотреть на такие редкие экземпляры книг, редкие старинные книги. Меня покорила азбука. Это просто фантастика. Конечно, сейчас такую азбуку вряд ли кто напечатает, но как исторический факт, что она такая была и что азбуку с детьми изучали вместе, это очень круто. В общем, если вы будете в Москве и у вас появится такое желание посетить Ленинскую библиотеку, то я вам рекомендую пойти на экскурсию. Мы были на обычной экскурсии, но там есть и очень интересные варианты. Вы можете прогуляться по ночной библиотеке, когда нет работников, нет читателей, и вы идете там одни. Будьте готовы, что на такой экскурсии вам придется много ходить пешком по этажам, а это достаточно высоко, то есть подниматься часто наверх и вниз. Есть экскурсия по следам фильма «Москва слезам не верит». Помните фрагмент в фильме, где одна из подруг знакомилась с мужчинами именно в Ленинской библиотеке. И это правда, это проходило в одном из залов Ленинской библиотеки. Я в этом зале еще ни разу не была. Как я уже сказала, мой любимый зал совсем другой, но с этого фильма в библиотеку стали ходить еще чаще. В общем, экскурсию в библиотеку вы можете найти на сайте библиотеки. И на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравится, я буду и дальше показывать интересные экскурсии, интересные места в Москве. А сегодня все. Пока-пока.
До скорой встречи!